Привет, меня зовут Стас, я 9 лет живу в Польше. Сегодня поговорим о регистрации компании, о том, как это лучше сделать через нотариуса, либо в онлайне. Еще раз, да, в компанию можно зарегать либо так, и обсудим плюсы и минусы каждого из вариантов. Если это нотариальная регистрация, то, во-первых, вы должны понимать, как вы это будете делать. Удаленно, либо вживую присутствовать условно у нотариуса, да. И если удаленно, то выписываются доверенности, если вживую, то, собственно, вживую. Вживую процесс выглядит так, что вы в идеальном мире, идеальном раскладе вы там даете какие-то параметры компании, чем вы будете заниматься, обсуждаете все нюансы и риски, приходите к нотариусу, и он уже, исходя из этого, делает устав компании, который персонализирует под вас. Да? И дальше, собственно, там есть еще присяжный переводчик, который должен сидеть и переводить все то, что зачитывает нотариус, и происходит там весь процесс регистрации компании. Какие есть плюсы и минусы регистрации компании через нотариуса? Плюсы. Первое – это возможность внести в уставной капитал компании не только деньги, а еще и другие материальные и нематериальные активы, то есть машину, интеллектуальную собственность, торговую марку, еще там что-то. Вторая вещь – это возможность как-то более сложно прописать оргструктуру компании. Это могут быть собственники, члены правления, президент правления, прокуренты, рада надзорча и еще там другие юрсущности, которые через нотариуса уже проще вписывать, прописывать все это в уставе компании, прописывать, может быть, какие-то форматы взаимодействия этого всего и так далее. Также можно в уставе компании написать какие-то вещи, связанные там с перепродажей долей, с тем, что с какими-то рисками, если кто-то из партнеров там, не дай бог, умрет. То есть максимально кастомизировать, максимально подстроить под себя устав компании. Это ваш как бы некий договор между вами как партнерами. И это, ну, как бы классная возможность, это плюс. Второй плюс в том, что это выглядит более привычно, особенно для людей постарше, да, это выглядит более привычно, более понятно, что вот мы как бы тут сели, вот тут нотариус, у него такой костюм, там, я не знаю, ряса бигуди, вот тут присяжный переводчик сидит, у нас круглый стол, все красиво, и вот мы регистрируем компанию. Ну, многим это нравится, многие как-то в этот формат регистрации верят, что ли, да, больше, им так привычно. Не знаю, плюс это или нет, просто это факт. Ну, кстати, если вы привлекаете какие-то там большие инвестиции, либо у вас там важная сделка, и вы регистрируете компанию вместе, то, наверное, да, в этом есть смысл такой, что вы как бы собрались все вместе, и это более адекватно, статусно выглядит, и можно больше рисков прописать в уставе компании. Друзья, какие есть минусы? Во-первых, нотариальная регистрация очень долгий процесс. Долго поехать, найти нотариуса, потратить время, чтобы приехать, чтобы все в нужный момент приехали в одну локацию, и долго сама регистрация. Сама регистрация через нотариуса происходит в среднем за месяц-полтора. В отличие от онлайна, где это делается иногда там за пару дней, но в среднем там 7 дней, допустим. Поэтому первый минус — это долго. Второй минус это привязка к офлайну, и с момента, как вы зарегали компанию через нотариуса, вам нужно будет каждый раз любые изменения тоже делать через нотариуса. Это неудобно, потому что у вас сегодня поменялись члены правления, там доли, роли, основной капитал, юридический адрес, и вам каждый раз нужно будет идти к нотариусу, дополнительно платить, тратить на это деньги и тратить на это время. При онлайн-регистрации логично, ты можешь это все там менять в онлайне. Минус еще один — это то, что это дороже. Ну, обычно это на 50 или на 100% дороже от чека, который вы видите при онлайн-регистрации. Ну и чаще всего в этом нет необходимости. То есть нет необходимости прописывать какой-то кастомизированный устав компании, заморачиваться над... У большинства людей нет там десятка партнеров, инвесторов и всего остального, им не надо делать какие-то слияния компаний, еще чего-то, то есть просто в этом нет необходимости себе усложнять жизнь. Окей, поговорим об онлайн-регистрации. Какие есть плюсы? Ну, логично, да, это скорость регистрации, как я уже сказал, это там, ну, в несколько раз быстрее. Это дешевле обычно. И вы на самом деле больше управляете процессом, потому что вы имеете доступ к системе S24, где это все делается, и можете реально там, даже научиться и самим какие-то вещи менять, там, смотреть, какие вам письма приходят от госорганов. То есть как бы больше контроль над процессами.
Обычно при онлайн-регистрации больше компаний заморачиваются над самой регистрацией и над нюансами какими-то, да, хотя должно было бы быть наоборот. Тем не менее, при онлайн-регистрации, допустим, с нами, да, вы заполняете бриф, мы его анализируем, мы обсуждаем, кто имеет право подписи, кто имеет право продавать долю компании без подписи других партнеров. То есть все эти вещи, как конструктор, мы настраиваем и упаковываем и уже там регаем компанию. У нотариуса обычно там особо никто у тебя ничего не спрашивает. То есть они как-то там на свое усмотрение это все делают, они спрашивают название компании, они спрашивают виды деятельности и данные собственников, кого там вписывать в устав компании. Вот такие вот дела. Мы регистрируем компании, например, нашим клиентам только через онлайн, просто по тем причинам, что я сказал. Быстрее, дешевле, более понятен процесс, более прозрачен, управляем процесс и так далее. Те все электронные подписи, песели, шмесели, миксели, пиксели, это все в итоге вам все равно пригодится, даже если вы будете регать компанию через нотариуса. Поэтому мы сторонники, чтобы сразу это все на входе правильно сделать, правильно заонбордить клиента, да, и уже спокойно регать компанию и спокойно потом на территории Польши работать. И вторая причина, почему мы регистрируем нашим клиентам компании в онлайне, это наш собственный опыт. Когда мы регистрировали компанию, вообще возможности в онлайне ее зарегать еще не было. И мы это делали через нотариуса, и это юристы, да, которые особо не хотели вообще париться и брать потом трубку после регистрации. То есть мы зарегали компанию за 1500 евро, по-моему, на тот момент. Это были большие деньги для нас. И кто там нам рассказывал про листу бенефициаров, листа платников ВАТ, про какие-то декларации НИП-8, куда что подать, налог за внесение уставного капитала. То есть никто с тобой не панькается и не говорит тебе, а что еще нужно сделать, а что еще, какие еще есть вещи, если ты не задашь правильный вопрос. Откуда ты знаешь, какие правильные вопросы задавать? Конечно, если ты наш канал посмотрел, то ты уже знаешь, а так большинство людей не знают. А консалтинговые компании, такие как мы или еще кто-то, да, другой, не одни мы такие, они просто выстраивают процесс под малый бизнес и под то, чтобы реально запустить клиента на польский рынок, реально запустить его бизнес и перекрыть максимально вот все риски, о чем он может просто не знать и даже не догадываться. И важно еще понимать, если вы зарегистрировали компанию в онлайне, то вы всегда можете перейти на любые изменения через нотариуса. То есть с онлайна можно перейти на офлайн через нотариуса. Допустим, вы зарегали в онлайне компанию, у вас шаблонный устав компании, но вы сейчас расширяетесь, новые партнеры, надо устав там подредактировать. Без проблем можно перейти на нотариуса, он вам это все переведет на офлайн, но вы потом привяжетесь навсегда тоже к офлайну. Но если вы зарегались через нотариуса, то в онлайн перейти нельзя. Всегда вам нужно делать правки какие-то в компании только через нотариуса, только через вот эту офлайн цепочку. На этом все. Думайте, принимайте решения. В любом случае будем рады вам помочь. Спасибо и пока.